Одна из главных новостей прямо сейчас — это регулярный шатдаун мобильного интернета в Москве. В центре города связь не работала нормально в течение 5 дней, а с ней и все остальное, от доставок до платежных терминалов. Это очень интересная тема. Не так просто ответить на вопрос, а зачем? Что это за обеспечение безопасности такое по Пескову? Кто сейчас представляет в Москве опасность? На всякий случай открою страшную тайну. Прямо сейчас в Москве нет никаких массовых демонстраций и горящих покрышек. Никто не штурмует Кремль. Прямо сейчас в Москве, как и год назад, как и за 10 лет до этого, висят тысячи камер, и менты всех на свете пород пасутся стадами. Нет никакой отчаянной ситуации, которая требовала бы отчаянных мер. Оставить без интернета город, где население, как в 3 приличных европейских странах, однозначно мера отчаянная. Да, это калька с иранской практики, но Иран все поотрубал, когда там без 5 минут гражданская война началась. А у нас-то что случилось? Последние события, связанные с нестабильностью, были во время Пригожинского мятежа, который случился почти 3 года назад. Но с ним благополучно справились без всякого шатдауна. А тем временем Украина совершенно спокойно атакует оборонный завод в Брянске, и атаку эту снимает висящий над городом украинский беспилотник. Сегодня обсудим все это происходящее, но сперва напомню, что в описании мы поместили ссылку на инструкции, как бесплатно обойти российские блокировки. Регулярно обновляем, добавляем новые способы, а спонсирует это дело компания MaxSwap. Она выпускает виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными. Блокировка мобильного интернета — это ж очевидно вредительское действие, особенно в Москве. Мы много раз говорили об этом в разных контекстах, но сейчас повторим еще раз. Бытовой комфорт и изобилие в Москве, изоляция москвичей от проблем остальной страны — это политический вопрос, который нынешняя власть унаследовала от советской. В Москве при Союзе всегда была колбаса, даже если в остальной стране она уже 10 лет как закончилась. В Москве при Лужкове с демонстративной роскошью праздновали 850-летие Москвы на фоне забастовок шахтеров и невыплат зарплат бюджетникам по всей стране. В Москве при Собянине перекладывают плитку 3 раза в сезон, закупают электробусы и обновляют подвижной состав метро чаще, чем тусовщик с Патриков айфоны. Разница в средней зарплате Москвы и очень богатой Тюменской области почти в 2 раза. Если сравнивать с бедной Ивановской областью, в 3 раза с лишним. Если мы сравним российские регионы по любому социально-экономическому показателю, от стоимости аренды жилья до количества убийств, то сомнений никаких не будет. Москва вообще не Россия. И это не случайность. Кривая фискальная система, обеспечивающая Москве избыток доходов, существует по 2 основным причинам. Во-первых, в Москве проживает правящий класс, а он хочет жить в комфорте. Во-вторых, почти всегда перевороты, революции и иные формы политической нестабильности происходят в столице. Митинг на Красной площади из 8 человек попадает в учебники истории, а массовые беспорядки и столкновения во Владимирской области — в криминальную сводку. Мы видели, как это работает на примере нынешней войны. Было сделано все возможное, чтобы не пустить войну в Москву. Чтобы не просто поддерживать иллюзию полного благополучия, но сделать из нее главный рефрен пропаганды. Помните же это, да? Какая война? Где война? Какая такая мобилизация? Какой такой уход иностранных компаний и инвестиций? Вы посмотрите, как живет Москва. Рестораны полны. Роллс-Ройсы и Бентли по Патрикам такие гоняют, каких еще в титульных странах производства еще никто не видывал. Айфоны и макбуки в Москве возникают раньше и стоят дешевле, чем в Париже. А пироль на верандах рекой льется. А когда осенью 22-го началась массовая миграция, то с этой несчастной Яндекс.Лавкой так всех замумукали, будто за пределами российской территории свой спрингролл ты должен добывать в бою. Это было очень важное сообщение, которое следовало донести. Жизнь в Москве ни чуточки не изменилась. Опять же, нужно было перебить очевидный вопрос. Где же Киев за 3 дня, 3 месяца или 3 года? А так, никаких трофеев нет, ну и потерь вроде нет. Как жили, так и живем. В Москве за время войны случилась и некоторая сенсация, которую в тогдашней суматохе почти никто не заметил. Мэр Москвы взял и отменил мобилизацию. Когда столица погрузилась в панику, когда посыпались сообщения о задержаниях у метро, именно мэр Собянин вышел и сказал: «Граждане, у нас отмена. Повестки свои можете выбросить в ближайшее окно». Ни президент, ни министр обороны, мэр Москвы, сугубо гражданский чиновник, закончил мобилизацию в столице.
Москву всегда оберегали, всегда стремились сделать так, чтобы человек, не читающий новости, вообще не заметил перемен в бытовой жизни, связанных с войной. Поэтому несколько удивительно, что Москва стала одним из первых регионов, где ковровые отключения мобильного интернета начались и наиболее регулярно происходят. Отключение мобильного интернета – это вмешательство в ту самую жизнь обычного москвича, не читающего новости. Это причина, по которой к нему не приедет курьер Яндекс.Лавки. У него отвалится приложение, не будет работать навигация, не возьмется в шеринг ни машина, ни самокат. Очень много ресурсов потратили, чтобы внушить москвичам: нам никакая война, никакие санкции нипочем. Все совершенно трынь-трава. Мы живем как жили. А потом вдруг, начиная с 25-го года, принялись портить людям жизнь. Ту самую бытовую жизнь, которую так оберегали. Вопросов нет. Если бы там реально покрышки горели, они бы пожертвовали всем и угробили бы все. Но вот так вот с ровного места — это интересно. И не вполне легко объяснимо. Можно подумать, что это какое-то тестирование на будущее. Но какой же дурак эксперименты будет ставить на Москве? Всю дорогу было принято эксперименты ставить в медвежьих углах, откуда и с рабочим интернетом новости не доходят. Сейчас разберемся в этом всем. После рекламы. Посмотрите, пожалуйста. В 2008 году «Репортеры без границ» впервые отметили Всемирный день против киберцензуры. Каждый год 12 марта активисты призывают руководство стран отказаться от фильтрации и цензуры в сети. Кстати, «Репортеры без границ» также публикуют индекс свободы прессы в мире. И вот согласно ему, в 2025 году Россия там оказалась аж на 171 месте из 180. Ниже, чем многие страны Африки. Цифры неутешительные, но интернет все еще может оставаться свободным лично для вас, если использовать правильные инструменты. Например, VPN наружу. С ним работают и YouTube, и независимые медиа, и мессенджеры. Сервис создан командой, которая понимает, как работают блокировки в России. VPN наружу быстро разворачивает серверы и обновляет протоколы в случае изменения в блокировках. Сервис пережил все их типы. VPN наружу не нужно отключать, чтобы зайти в банк или на госуслуги. Все работает одновременно, что очень удобно. Одна подписка, 10 устройств. Можете подключить VPN себе, семье, и еще для друзей останется. Установить можно на любое устройство, хоть на телевизор, а оплатить российскими картами. Не подойдет? Вам вернут деньги. В честь Всемирного дня против киберцензуры скидка 30% до 20 марта. А чтобы протестировать сервис, дается 7 дней бесплатного доступа, без привязки карты. Ссылка на VPN наружу в описании. Продолжаем. Мы говорили о шатдауне в Москве. Тут уместно будет напомнить, что именно быстрый и дешевый интернет с тотальным его проникновением — это, на секундочку, не просто апероль на верандах. Это, наряду с банковскими сервисами, предмет особой и до недавнего времени вполне заслуженной гордости. Политический ущерб тут точно есть, и если на него идут, то руководствуются какой-то логикой. Если на такое идут перед федеральными выборами, то логика эта должна иметь какой-то внятный вид. Можно ли себе представить, что начальство наше видит нечто такое, чего не видим мы? Что где-то уже готовятся революционные события, для которых нужны отчаянные меры. Представить-то можно что угодно, нет пределов и фантазии. Но даже если предположить, что угрозу какую-то они действительно видят, то не вполне ясно, при чем тут мобильный интернет. В приграничных регионах стабильный мобильный интернет отсутствует как явление уже бог знает сколько. И мы видели, как это работает буквально на днях. Примерно все отметили, что удар по заводу Кремний-Л в Брянске — это не просто прилет ракеты. Туда прибыл еще и украинский разведывательный дрон, который спокойно себе висел над городом и снимал момент атаки. Убийство мобильного интернета как явление точно не оберегает ни от чего не только граждан, на которых, понятное дело, государству российскому абсолютно без разницы, но отключение ничем не помогает и тем объектам, на которые вроде как без разницы быть не должно. Завод военной микроэлектроники уж точно один из тех объектов, на которые должно быть ой как не без разницы. И атака, которую мы видели, одновременно очень эффективная и весьма демонстративная. Она однозначно показывает, что для защиты от реальных угроз, будь то воздушный налет, разведка с дронов или военный переворот, блокировки гражданского мобильного интернета точно не работают. Те, кому надо для дела разнести в щепки военный завод, убить генерала, а может и кого повыше,
Те сделают это без особых проблем и без оглядки на то, как там работает доставка пиццы и терминал в барбершопе. Если же это такая демонстрация начальственной силы и свирепости, дескать, мы можем все, несмотря ни на что, и вообще всех в бараний рог скрутим, если все так, не очень понятно, а что именно вы можете? Остановить на бегу транзакцию на матча-латте – это демонстрация, конечно, очень большой силы. Но почему-то тот же инструментарий на дроны и ракеты не срабатывает. За одну неделю, даже за несколько дней, мы пронаблюдали демонстрацию символической силы. Решили заблокировать и заблокировали, не считаясь ни с чем. И тут же слабости. Ракеты пролетели по оборонному предприятию под пристальным взором украинского дрона над Брянском, которому ничто не помешало. Какой вывод из этого можно сделать, если мы себе воображаем, что перед нами акция под лозунгом «Делаем, что хотим, потому что можем»? Вывод напрашивается сам собой, и его не обойти. Если вы делаете максимум того, что можете, то у вас должна быть цель. Бьете своих не чтоб чужие боялись, а потому что чужие дадут сдачи. Таким образом, если рассматривать блокировку интернета в Москве как акт начальственного самодурства с целью продемонстрировать силу, то сообщение отправлено какое-то странное. Силу надо бы демонстрировать в другом месте, показать всем, что ракеты и дроны не могут безнаказанно летать, что вы можете справиться с угрозой. Но, по всей видимости, они не могут. Пугает в происходящем, как до этого в обязательной блокировке Телеграма ровно к 1 апреля, именно то, что в 26-м году для России, в общем-то, ничего не изменилось. Ну да, кризис довольно быстро расползается по экономике. Случилось и вовсе невиданное. Московский бюджет принялся резать расходы. Российское государство столкнулось с дефицитом ресурсов, да еще и в таком масштабе, что в Москве аж сокращают. Это новое обстоятельство. Но погром мобильного интернета абсолютно точно не помогает ни в деле борьбы с кризисом, добивая и без того хилый малый и средний бизнес, ни в том, чтобы гражданам хоть как-то пилюлю подсластить. Навряд ли можно забыть о кризисе, потому что интернет не пашет. Это кризис, плюс еще и интернет не пашет. В этом году нас ждут выборы, обстоятельства тоже новые. Но как связаны выборы и идея сильно побесить граждан? Это тоже сложно сообразить. Разве что кто-то там намерил такие чудесные рейтинги у «Единой России», что пройти через выборы без массовых протестов никто не ожидает. И на всякий случай показывает, что если они и будут, то без интернета. Звучит в высшей степени сомнительно, учитывая, насколько все закатано в асфальт. У страха глаза велики, конечно, но не настолько же, чтобы интернету башку на ровном месте сворачивать. Поведение государства в данном случае выглядит странно. Слишком уж показателен зазор между желанием демонстрировать силу и реально наблюдаемым бессилием. Государство, видимо, сражается с какой-то только ему одному известной угрозой, попутно выжигая все вокруг. Государство ничего не способно сделать с тем, что противник на его территории чувствует себя как дома. И чем больше государство свирепствует там, где это совсем не нужно, тем более заметно, что свирепствовать там, где нужно, оно не может. Нельзя, конечно, полностью отказаться от мысли, что перед нами подготовка к чему-то большому и страшному. Если уж готовы пожертвовать Москвой и ее бытовой жизнью, то, видимо, ради чего-то реально ужасного, ради мобилизации, новой войны, еще чего-то такого. Но пока все происходящее гораздо больше напоминает хаотические движения в ситуации, когда угрозы есть, требования с ними как-то справиться по начальственной вертикали вниз отправились, а вот идей, как бороться с этими угрозами, нет. Украина бьет все глубже и точнее. В мире входят в моду убивать и выкрадывать всяких диктаторов. Выборы надвигаются, кризис пришел. Как-то вот все разом навалилось. Вполне себе в логике силовиков на 7 этих бед найти универсальный ответ. Заранее законопатить все, чтобы не случилось чего, и немедленно отчитаться. Да, этим своим решением они проблемы только усугубляют. Но думать о последствиях уж точно не в логике силовиков. Такой ответ представляется, учитывая времена, самым безобидным. Волки от испуга скушали друг друга. Сами воображают горящие покрышки, сами делают все, чтобы те случились. Но по всему выходит, что пока именно этот ответ самый вероятный. Что нет никакого заговора, есть просто паника, порождающая хаотичные действия. Настолько поразили воображение иранский и венесуэльский сценарии, что государство теперь делает что попало во все стороны, чтобы показать, насколько оно сильно. И
отчитаться наверх по вертикали, что угроза предотвращена, не считаясь ни с какими потерями. Может, для кого-то из системы это так и выглядит, но в действительности получается как раз приближение возможных проблем. Потому что в реальности государство делает все, чтобы и граждан, и собственную систему задолбать уже окончательно. Что из этого всего выйдет? Поглядим. До завтра.